Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про одну из самых последних компактных камер с уникальной матрицей Foveon Sigma DP1 Quattro. Я уже делал ранее на канале обзоры на камеры Sigma DP1S и Sigma DP2X с фокусными расстояниями 28 и 40 мм соответственно. Эти камеры были достаточно старенькие, из нулевых еще, там матрицы имели кроп-фактор 1,7. Следующее поколение камеры я, к сожалению, не тестировал, которое называлось Merrill. Но зато вот недавно мне подписчик подогнал для обзора вот эту камеру, про которую сегодня я буду рассказывать, 2014 года выпуска. Она, в общем-то, сейчас на текущий момент является очень редкой вещью и довольно дорогой на вторичке. Ну, потому что их, во-первых, мало, во-вторых, это действительно странная штука, которую скорее ищут какие-то коллекционеры и извращенцы. Вообще в серии Quattro там на протяжении нескольких лет выходила также и с другими фокусными расстояниями выходили модели. Но я хотел именно DP1 раздобыть, и все время были с этим какие-то проблемы. То есть, у подписчиков, например, мне предлагали уже другие подписчики также эту камеру, но там были другие фокусные, которые мне не очень нравятся. Мне не так комфортно с ними, скажем так, использовать их в каждодневном обиходе и делать какие-то снимки, которые будут наглядны для тестирования. Короче, я не хотел особо сильно страдать, при том, что камера и так страдальческая. В любом случае, моему подписчику, который смог эту камеру мне предоставить, огромная благодарность. И я думаю, что нет большого смысла как-то слишком уж подробно распинаться про то, что такое матрица Foveon. Во-первых, в других своих видео я уже достаточно подробно про эти матрицы рассказывал, прямо супер детально, рассуждал о том, как можно было бы их улучшить, там, с инженерной точки зрения, там, с точки зрения физики, как их там охладить, какие материалы использовать можно было бы. Не то чтобы я супер гений какой-то, но в принципе, я просто очень много разных материалов про Foveon прочитал и, скажем так, сделал выжимку в тех роликах своих каких-то размышлений на основе, естественно, чужих более умных мыслей. И во-вторых, я думаю, что если вы зашли на мой канал и включили это видео каким-то образом, вряд ли это случилось совсем уж случайно, и вы, скорее всего, и так понимаете, что такое Foveon и чем он такой особенный. Но все же стоит несколько слов сказать про то, что такое Foveon, для тех людей, кто действительно не знает. Мало ли здесь кто-то действительно случайно оказался. Нельзя же человека оставлять, скажем так, без хоть какой-то базы. Foveon необычен тем, что это матрица с трехслойной конструкцией, потому что большинство современных фотоаппаратов, они обладают однослойной плоской матрицей, которая получает информацию только о, собственно, яркостях, о том, насколько светло или темно, и ее пиксель регистрирует яркости, и вот за счет этого формируется изображение, а цветным оно становится только за счет того, что перед матрицей находится фильтр. Допустим, в стандартных камерах, вот, например, на которую я сейчас пишу, там, за 30, там стоит байеровская матрица. Писал бы я на какой-нибудь Fujifilm, там стояла бы матрица X-Trans. Немножко просто отличается там расположение этих цветных фильтров. У Байера идет интерполяция по 4 соседним пикселям. Это один красный, один синий и 2 зеленых. А X-Trans отличается тем, что там просто идет интерполяция и расчет того, что там с цветом происходит, по 36 соседним пикселям, и там чуть менее, скажем так, повторяющаяся структура. В общем, коротко говоря, результирующее изображение, которое появляется у вас, собственно, картинка, которую вы увидите там и на превью, и которую вы увидите уже и в JPEG, и в RAW, эта картинка, она формируется путем интерполяции вот этой вот ограниченной достаточно информации процессором. Отсюда, конечно же, появляются такие существенные проблемы, как неточность цвета, нуар и другие какие-то такие вот косяки изображения, где процессор просто встает в тупик, например, в каких-то ситуациях. Но в последнее время, благодаря там разным ухищрениям, в том числе нейронным вычислениям каким-то, вообще, в принципе, повышению мощности процессоров, благодаря там другим каким-то техническим наворотам, проблемы эти решаются, и в целом сейчас любая современная камера снимает прекрасно. А матрица Foveon — это, по сути, сразу 3 фоточувствительных сенсора,
один с другим находящиеся. Один воспринимает синий цвет, другой красный и третий воспринимает зеленый. Ну и получается, что данных о том, какого цвета изображение, какой там цвет у тебя сейчас имеется, гораздо больше у любого, ну просто несоизмеримо больше у любой камеры с матрицей Foveon, чем у любой, опять же, обычной матрицы, потому что по умолчанию мы имеем, ну, допустим, на стандартную с байеровским фильтром матрицу снимаем, и мы имеем в радиусе 4 пикселов информацию такую, что 25% о синем цвете, 25% информации о красном и 50% о зеленом, потому что там 2 пикселя соседствуют зеленых. Ну, а у Foveon получается, по сути, 100% информации о каждом из этих основных цветов. Но здесь начинается уже другая немножко игра. Тут важно, опять же, как у тебя сформирует изображение процессор, как он эту картинку всю полученную, такую сложную, сложно сочиненную, многоуровневую и прям супер детальную интерпретирует. И вот тут, конечно, уже происходит такая цифровая магия. У всех этих камер с матрицами Foveon от Sigma крайне необычный цвет. Я слышал какие-то истории от, ну, видимо, не очень шарящих людей о том, что здесь какой-то имеется пленочный лук. Да, типа, вроде как история такая, что похожа на то, как пленка работает, там, в эмульсии там 3 разных слоя, у тебя каждый за разный цвет, опять же, отвечает, и за счет этого у тебя при проявке из негатива появляется финальное изображение, ну, благодаря тому, как работает наше зрение. Ну нет, на пленку на самом деле, конечно же, это не похоже. Это лучше, чем пленка, наверное, все-таки по качеству картинки. Цвет с камер Sigma совсем иной, и он по-хорошему необычный, по-хорошему такой нестандартный. Конечно, понравится он может далеко не всем, но зато можно, снимая на подобную камеру, почувствовать себя, ну, вот прям максимально не таким, как все. Но давайте-ка я вам сейчас саму камеру уже покажу, там реально есть на что посмотреть. Все не так стандартно, не так обычно, как у нас бывает на канале. То есть, ну, там, вроде бы органы управления все нормальные, но камеру такое ощущение, что делали какие-то инопришеленцы для какой-то рептилоидной расы, у которой вместо пальцев щупальца, а не для нас, вот таких обычных людей, casual, у которых стандартные ладони. Камера, в общем-то, не тяжелая, ну, то есть она довольно легенькая, в общем-то, не напрягает своим весом, но компактной ее точно не назовешь, сами видите, какая она довольно-таки крупная и несуразная по своей форме. Сделан корпус в основном, по большей части, на 90% из пластика. Металла здесь не очень-то много, в отличие от предыдущих моделей, на которые я делал обзоры. Там почти что все было металлическое. Здесь все-таки пластик, но пластик довольно качественный, к нему как бы никаких претензий я не имею, просто к тому говорю, что из чего она сделана. Как видите, тут бросается в глаза сразу несколько еще вещей, делающих ее не очень-то компактной. Объектив здесь не складной, объектив всегда выглядит вот так, и он, в общем-то, вот этот 19 мм f2.8 мало чем отличается от того, что у них выходило до этого. Ну, сменный был объектив для APS-C камер, и на микро он выходил еще. У меня есть вообще обзор на него на канале для Sony E байонета 19 мм 2.8. Ну, в общем, неплохой объектив, достаточно качественный, резкий, дерзкий. Ну, опять же, супер очевидно, что вот эту ручку-хват делали, наверное, какие-то рептилоиды, потому что держаться за нее крайне неудобно, она очень странной формы, то есть если ты пытаешься как-то вот так держаться, то, ну как бы, не знаю, нелепо как-то получается, как будто ты, ну, в общем, ты ее нормально толком в этот момент не держишь, она у тебя падает, надо держаться вот так. То есть подразумевать, ну, я, насколько я понял, единственный удобный хват, ну как, относительно удобный, так, чтобы камера из рук не вываливалась, это когда ты палец вот так кладешь. Но если тебе, допустим, надо как-то что-то переключить на камере, то тебе надо все равно второй рукой перехватиться, потому что ты не можешь одной рукой нормально управлять, у тебя камера очень, ну, как бы сильно перевешивается в эту сторону, потому что здесь есть объектив, она может у тебя просто из рук выскользнуть банально. Поэтому, если долго ходить с камерой, то это не очень удобно. Большой палец от непривычного, нестандартного
такого сбоку как бы напряга устает. В общем, хват, я не знаю, он ужасен, он чудовищен, он и выглядит довольно устрашающе, и держаться за него, как казалось бы, да, вроде смотришь визуально, да, наверное, за это как-то будет неудобно держаться, я вообще не понимаю, как за это взяться, и так оно и есть. Хват отвратительный, ужасный, просто, не знаю, не для людей, в общем, сделанный, а для каких-то инопланетян, видимо, с другой конструкцией вот этих вот клешней. По-другому, видимо, как-то предполагается. Ну ладно, давайте пробежимся по органам управления, по тому, как камера устроена. Ну, спереди, как я уже сказал, объектив находится 19 мм f2.8. Здесь есть небольшая лампочка подсветки автофокуса, прямо вот здесь вот внутри объектива внезапно. Можно накрутить светофильтр, диаметр светофильтра 58 мм. Также сюда можно надеть бленду, у меня просто ее нет, поэтому не смогу это показать визуально. Сверху мы видим меточку, где находится матрица, то есть она буквально прямо у самого краешка вот здесь находится. Вообще тут какого-то рабочего отрезка почти что не существует, что очень хорошо с какой-то, наверное, стороны. Есть здесь диод, который показывает, что запись идет. Кнопочка включения, которая загорается зелененьким при включении и сразу же выключается. Включается, кстати, довольно быстро камера, но она на самом деле раздупляется долго. То есть ты нажал включиться, она вроде бы включилась, там пока заставку покажешь, пока вот это все, она на самом деле вот только сейчас начала нормально собрать. Дальше кнопочка мод, соответственно, ты выбираешь режим съемки, это там, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, мануальный режим или там любительский какой-нибудь авторежим. Также наверху находится еще два колесика, вот сзади. Оно достаточно крутое, такое металлическое, с хорошими насечками, с приятными щелчками. Спереди тоже очень хорошее колечко, мне оно тоже нравится, как пощелкивает, приятно крутится. И внутри него находится кнопка спуска, довольно, так сказать, мягкая, но при этом, когда ты на нее нажимаешь, она издает, я не знаю, слышно ли на записи, но, в общем, она издает звук такой щелкающий, не очень приятный. Я люблю, когда все-таки звуков кнопка спуска не издает. Сзади у нас, казалось бы, огромный, наверное, экран какой-нибудь, но нет, на самом деле тут сам по себе экран такой обычный, стандартный 3 дюйма, просто с диагональю 3 дюйма, просто вокруг такая накладка из стекла крупная, с кучей бесполезных надписей, типа Foveon X3, Sensor Quattro, SD, там, Turbo, хуй знает, что еще можно было бы написать, места тут хватает, можно было бы еще кучу надписей написать. Никакого функционала они не несут, лучше бы, конечно, кнопок добавили каких-нибудь. Ну да ладно, минимализм тут, конечно, во всем процветает. Здесь вот кнопочка с таким квадратиком, это дисплей, что у тебя будет за информация отображаться. QS это быстрое меню, в котором можно быстро разные настройки поменять. В принципе, как аналогично у других камер. Здесь, правда, немножко через руку реализовано. Вот здесь AL и удаление, кнопочка меню, кнопочка просмотра отснятого материала. Здесь такой, скажем так, джойстик. Здесь можно выбрать, какая зона фокусировки у тебя будет, сколько точек фокусировки там будет у тебя задействовано, режим фокусировки. Здесь есть макрорежим, кстати говоря, если что, он спрятан вот здесь. На правой грани абсолютно ничего нет. Слева у нас находится под довольно плотной резиновой заглушкой. Ее, бляха-муха, даже довольно тяжело достать, физически трудно. Находится слот под SD-карточку. Конечно, сразу же надо на очень большую карточку ориентироваться, потому что здесь очень-очень жирные файлы, прям такие прям могучие. Смотря как в каком-то режиме будешь снимать, конечно. Но тут даже JPEG довольно много весят, там могут мегабайт 50, например, весить, к примеру. И древнючий такой разъем под USB. Скидывается по нему фоточки не очень быстро, то есть у тебя, представьте, жирные файлы, при этом скорость сброса на компьютер крайне медлительная. Снизу большое количество надписей Made in Japan. Здесь также написано. Крепление для штативной площадки находится на оси объектива, что очень грамотно и хорошо. Крепко сделано, оно металлическое, к нему вообще вопросов нет. Здесь вот сбоку находится в батарейном отсеке батареечка. Она довольно-таки дохленькая, сразу скажу. Тут 1200 мА, но Foveon нормально так кушает заряд. Так что, кадров на
может 200 ее хватает, дай-то бог, если повезет. Ну, в общем, она не очень могучая, поэтому лучше несколько штук с собой таскать. Ну и прежде чем мы примемся обсуждать картинки, нужно все-таки разобраться сначала, как я их сделал. Не в том смысле, как я нажимал на кнопку спуска, тут большого ума не надо, просто берешь и жамкаешь. Нет, конечно же, мы будем говорить о том, как я обрабатывал и проявлял равы. Ну, иногда и как я приготавливал там JPEG. Этим я тоже здесь не побрезговал. В камере есть очень богатое, просто изобильное количество вариантов того, как тебе снимать, в том числе в JPEG, там прям вообще можно так солидно разгуляться. В самых странных там каких-то форматах можно снимать и в высоком очень разрешении, у тебя картинку будет прекрасно камера сама генерировать. И я, конечно, не фанат съемки в JPEG, но вообще реально Sigma по умолчанию умеет делать очень приличные, даже симпатичные снимки сразу сама, и у нее есть немало симпатичных пресетов, и в каждом из этих пресетов еще можно немножко в настройках поковыряться, немножко там под себя как-то их поднастроить. Мне больше всего понравился пресет такой, как Teal and Orange, ну, он показался мне наиболее всратым, ну, то есть, если уж ты берешь странную камеру, то у тебя и картинки должны быть максимально странные. Ну и к тому же стоит отметить, что в RAW, когда ты снимаешь, тебе доступно разрешение только стандартное 25 мегапикселов, а если ты снимаешь в JPEG в соотношении 3 к 2, то можно делать вполне себе спокойно снимки в 40 мегапикселов, что очень круто для 2014 года, потому что сейчас, конечно, это не выглядит таким уж прям поразительным, потому что, да, там, фуджики на свои камеры сейчас устанавливают и там у той же X-T5, у X106, у X-H2 40-мегапиксельные сенсоры, просто 40 мегапикселов, там не в JPEG, а просто вот у тебя вполне себе реальные 40 мегапикселов, но матрица там все-таки не Foveon, а X-Trans, и это уже не так, конечно, круто. Ну вот 10 лет назад действительно 40 мегапикселов в такой небольшой камере воспринимались как то, что у тебя появился просто в очень компактном варианте какой-то средний формат. Тогда средние форматы, в общем-то, имели, ну, там, разрешение 37-50 мегапикселов, такое усредненное. Ну, еще прикольно то, что можно здесь играться, хоть сенсор и не мультиаспектный, но можно очень неплохо так развлекаться с соотношениями сторон. Ну, то есть, есть стандартные там 3 к 2, 4 к 3, вот эти вот, но также можно там и 16 к 9 снимать, и, что самое главное, и довольно интересное, 21 к 9 снимать, и у тебя во всех этих соотношениях сторон сохраняется высокое разрешение в 25 мегапикселов, что довольно круто. Ну, понятно, что это только в JPEG работает, но это прям реально прикольно, потому что ты можешь снимать, например, довольно-таки панорамные какие-то кадры и не терять в разрешении. Я со всем этим функционалом, конечно же, поигрался, но все-таки предпочитаю снимать в RAW. Мне нравится все-таки более, скажем так, полный контроль над происходящим и на постобработке в том числе. Поэтому снимал я в RAW, и тут тоже есть всяческие разные варианты на этот раз. Ну, потому что раньше у старых камер таких опций, как у сегодняшней этой камеры, нет. Можно по старинке снимать в странный такой родной RAW X3F, который открывается нормально и проявляется только в своем родном их приложении, но это означает, что вам придется в родном приложении Sigma Photo Pro, или как оно там называется, я уже не помню, стараюсь забыть его как страшный сон, потому что, ну, оно действительно тебе придется по-настоящему в нем претерпевать. Оно убогонькое, кривенькое, медлительное, ну, в общем, очень оно грустное. Там можно добиться нормальных результатов, если все это перетерпеть и там через боль и страдания превозмочь, как бы, и что-то делать. Можно добиться нормальных результатов, но я в прошлые разы от этого довольно сильно устал, поэтому обратил внимание на то, что сейчас появилась возможность наконец-то у этих камер снимать в формат DNG. Универсальный формат, который открывается прекрасно и редактируется и Lightroom, и Capture One. И все. Я, в общем, обрабатывал в итоге все в дальнейшем снимки в Capture One.
снимал в DNG. Разницы большой какой-то я между снимками, которые я выгружал в родное приложение и в Capture One по цвету не увидел, то есть это в принципе идентично все происходит. Ну еще, кстати говоря, раз уж мы заговорили про обработку RAW файлов, стоит отметить, что картинки очень медленно записываются на карточку памяти. Камера вообще, в принципе, медленная, да, там она медленно как-то включается, медленно выключается, так долго все там происходит, раздупляется, она там подлагивает. Это все не столь важно, важнее то, что ты вот делаешь снимок, и у тебя она может записывать одну картиночку в RAW, в стандартном особенно, и в этом их родном X3F. Просто там секунд 15 запросто это может происходить, потому что файлы там реально огромные, там огромный массив данных, там 50-100 мегабайт может весить картинка с матрицы Foveon, потому что там реально большое количество инфы надо переварить процессору, чтобы приготовить для тебя конечное что-то там такое, с чем уже можно будет работать. Ну и за счет такой высокой точности цвета, понятное дело, что матрица Foveon, она резкая, могучая, у нее прекрасная детализация, и на ней абсолютно невозможен муар, потому что здесь процессор не додумывает, какие у тебя цвета на соседних пикселях, он прекрасно знает, какие они там, и делает очень точное изображение. Ну и те 25 мегапикселов, которые у нее имеются, они воспринимаются все-таки действительно как те же 40 мегапикселов за счет вот этой повышенной точности. Это похоже на то, как выглядит картинка, например, у пентаксов, когда они делают high resolution снимки, high-res, например, у K70 я такой прекрасный результат видел, у K1 Mark II, K3 Mark III, к примеру, то же самое способен делать. Прикол в том, что у них байеровская матрица, но они делают прогон всеми пикселями, причем последние две камеры, которые я назвал, вообще с рук это могут делать, не нужно это делать со штатива, они делают очень быстрый прогон из 4 снимков, матрицу на 1 пиксель ровно сдвигая, смещая. И получается очень точное изображение по цвету, опять же, и за счет этого оно выглядит гораздо более резким, чем просто снять снимок, потому что здесь уже неточностей каких-то нет. Короче, гораздо меньше мыльца. Ну, как видите, камерам с байеровскими там, да, матрицами нужно как-то изгаляться, каким-то ухищрением приходить, чтобы добиться такой резкости, которая есть на Foveon. Но, к сожалению, слабым местом в этой камере оказался объектив. Как я уже ранее сказал, он такой же примерно, как простой 19 мм f2.8, который выходил под кроп беззеркалки Sony. И этот объектив, безусловно, хороший, он реально неплохой, но его качество, которое он способен выдавать, недостаточно для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал камеры. К тому же на открытой дырке он не лишен все-таки хроматических аберраций по углам, немножечко там присутствует мыльцо. Центр, конечно же, всегда в любых обстоятельствах там на любой дырке резкий и замечательный. Но также этот объектив очень сильно не любит контровой свет и очень ощутимо теряет контраст в каких-то сложных условиях. Ну, впрочем, я все-таки старался объектив совсем уж раком не ставить, там не снимать против солнца, снимал в основном на закрытой дырке, в ясную солнечную погоду, понятное дело. Ну, можно, конечно, снимать и в пасмурную погоду, но тут уже появляются другие проблемы, потому что у этой матрицы рабочие ISO ограничены там
диапазоном от 100 до 200 единиц. Все, что выше 200 ISO, это просто непроглядное шумное говнище. То есть там на 400 ISO снимать вообще абсолютно нельзя. То есть оно выглядит катастрофически хуево. Ну, а стабилизатора тут нет ни на матрице, ни какого-либо оптического. И, соответственно, в каких-то сложных условиях при невозможности поднять ISO ты ограничен таким не очень сильным диапазоном, и где-то на 1/30, если ты снимаешь, то уже ты можешь получить какие-то микросмазы, потому что картинка-то супер резкая, и поэтому микросмазы сильнее бросаются в глаза. Ну и как и раньше, получается, что Sigma на Favion'е, она создана для каких-то просто ясных, прекрасных солнечных денечков, а для пасмурной погоды и сумерек или там темноты она практически бесполезна, но если ты, конечно, не таскаешь постоянно с собой штатив. Я вот нет, я стараюсь не нагромождать лишней херни, когда гуляю. Динамический диапазон тут тоже не блещет, он, конечно, все еще очень неплохой, но когда мы вспоминаем, что показывали камеры в нулевые годы, вот эти, про которые я ранее рассказывал, они действительно, те камеры на матрицах Favion были прямо хороши, даже на фоне любых конкурентов с кроп-матрицами, даже с полнокадровыми матрицами, там мало кто по динамическому диапазону на базовых ISO мог с ними посоперничать. Но время все-таки идет, технологии развиваются, сейчас у любой кроп камеры, у любой микры динамический диапазон не менее 12 стопов, а уж про полный кадр я вообще не говорю, где вообще 15 стопов запросто современные топовые камеры выдают. Тут уже, конечно, эта топчущаяся на месте технология, ну, не выглядит такой сногсшибательной. Тени тянутся, конечно, все еще очень хорошо, но в цветах довольно-таки мало информации, и, к сожалению, на некоторых кадрах, вот, да, которые я буду показывать, будет видно то, как цвета выбиты, и в них просто отсутствует информация. Ну и плюс еще у камеры замер немножко непредсказуемо как-то по-дурацки себя ведет. Он то как-то слишком резко переэкспонирует, то как-то недоэкспонирует, причем непонятно, на чем это основано, почему он так решил сделать. Так что при съемке обязательно надо быть очень внимательным к тому, что у тебя сейчас на превью показывается, а не просто снимать наотмашь, потому что экспозамер там может обосраться. Ну, важнее всего, конечно же, в подобной камере ее цвет, который она выдает. И он, конечно, как я уже сказал, на любителя, так очень сильно на любителя, потому что он не стремится быть каким-то усредненно приятным, симпатичным, как какой-нибудь Canon или Nikon, они таким средним приятненьким цветам, которые понравятся обывателю, стремятся. Я вообще ничего против этого не имею, мне нравятся цвета и у Nikon, и у Canon, все там с этим нормально. Ну и нет здесь, конечно же, опять же, таких перегибов и косяков, как у Fujifilm, которые вот современные, по крайней мере, выходят. У них с цветом прям все очень печально, все очень плохо, там баланс белого просто дерьмовейший становится в последние годы, я не знаю почему, что там с ними случилось. Нет тут такого и чтоб небо стало слишком уж синим, как это бывает у некоторых Sonic. Но цвета тут, да, особенно синий, здесь как раз-таки довольно-таки сдержанные. При этом вроде бы, да, там мадженту его куда-то не уносит, как бывало там какой-нибудь у Sony или Fuji иногда. Но при этом теплые тона все равно выглядят очень странными, какими-то непонятными оттенками там располагают. Зеленые цвета зачастую как-то извращены, но они при этом не уродливы.
Короче, я не могу описать, что выдает. Это надо смотреть глазами, что выдает эта камера просто вот, да, по умолчанию. Плюс я там немножко все-таки поковырялся кое-где с цветом, чтобы настроить немножко по вкусу. В общем, если коротко говорить, то цвет, наверное, из камеры он диковинный, странный, необычный, веселый, можно даже так сказать, такой эпитет подобрать. Но, повторюсь, он далеко не всем может понравиться. Мне, например, забавно с этим играться. Не могу сказать, что это прям супер крутой цвет какой-то. Он супер крутой за счет того, что он супер необычный. Как далеко не всем будет по душе также и странное управление, и этот угловатый корпус. Ну, скажем так, не очень-то удобный он, этот хват, не просто там неудобный. Ну, я с ним, по крайней мере, страдал. Мне было крайне неудобно им пользоваться, руки от него устают, запястья от него ноют. Ну и габариты, в общем-то, у камеры не такие уж маленькие, так что Sigma DP1 Quattro, ну и ее там собратья, которые с другими фокусными расстояниями, но с таким же корпусом, они не являются очень уж какими-то компактными камерами на каждый день, не являются какими-то такими легкими записными книжками вроде GR3. Я, кстати, эту камеру Sigma DP1 Quattro сравнил с Ricoh GR3, потому что они у меня как раз оба есть под рукой. Все-таки они действительно похожи, на выходе у них там плюс-минус 24 и 25 мегапикселей, фокусное расстояние приблизительно одинаковое в эквиваленте 28 миллиметров, и я сфоткал просто какую-то там синюю стену, свеже там покрашенную. Ну и прям скажем, Ricoh GR3 выдал картинку гораздо краше по умолчанию. Ну, на мой взгляд, я просто такой немножко фанат Ricoh, конечно же. Если мы смотрим на чисто технические какие-то характеристики, на то, что выдал Ricoh и то, что выдала Sigma, сравнивать это начинаем. Конечно же, Ricoh здесь начинает выигрывать, но если мы тут смотрим с точки зрения извращенца, то, наверное, все-таки Sigma прикольнее. Но еще раз, Sigma это не камера, которую покупает кто-то из каких-то практических соображений. Это камера все-таки для гиков, для тех, кому приелись уже стандартные камеры, для тех, кто слишком сильно привык к обычным камерам, которые выдают стабильно, обычную, стандартную, хорошую картинку. Возможно, это даже камера для каких-то немножечко мазохистов, потому что с этой камерой ты по-настоящему познаешь боль. Супер неудобная, корявая рукоятка, от которой у тебя действительно физически заболят руки, если ты пару часов с ней походишь. Очень медленный автофокус, камера медленно включается, камера медленно записывает файлы, камера херово все делает, наверное, из того, что вот можно вообразить. А потом эти огромные картинки еще надо проявить. И не дай бог ты не включил DNG или JPEG, а решил пойти сложным путем и включил их родной RAW формат, то тебе придется еще мудохаться, муторно сидеть в их приложении, кривом, глючном. В общем, Sigma подобное. Это реально очень веселая игрушка для человека, который хочет какую-то максимально веселую, максимально необычную себе штучку такую техническую приобрести. Хочет освежить свои фотографические чувства, можно даже так сказать. Это как, допустим, в браке 20 лет кто-то заурядно, скучно совокупляется в позе миссионера, а потом внезапно жена как-то в один прекрасный день приходит и говорит: дорогой, давай попробуем с тобой стропон. Ну и вообще для коллекционеров каких-то странностей эта вещь просто находка, ведь в ней буквально все сделано не так, как у всех. И да, возможно, это довольно дорогостоящий способ почувствовать себя не такусиком, но все же это явно лучше, чем какие-то вот эти хипстерские увлечения пленочными мыльницами и другая вот подобная некрофилия. К моему большому сожалению, Sigma уже давно не обновляла свои линейки камер с матрицами Foveon.
Sigma успешно вступила в союз с Leica и Panasonic вокруг L-Bayonet. Они сделали замечательные камеры Sigma FP и Sigma FPL, но эти камеры все-таки с обычными производства Sony матрицами, которые есть и у других производителей, и они ничем особо именно вот с точки зрения матрицы, картинки, чего-то такого не выделяются. Они, безусловно, хорошие, замечательные камеры, к ним как бы вопросов там технически каких-то особо нет, но они без вот этой вот изюминки. Обещают уже примерно, наверное, лет 10 сделать полный кадр на Фавионе, но все что-то какие-то находят отговорки. Вот недавно опять очередную нашли отговорку, что там не могут договориться, да, там с какими-то производителями, вроде как у них там какие-то комплектующие не могут закупить или еще что-то там разработать. Все время какие-то у них там, все время спотыкаются, какие-то препоны возникают. И, в общем, с каждым годом мы вот на это все смотрим. Мы, я имею в виду гики, сумасшедшие, те, кто любят Фавион, такие вот ребята, смотрим, и нам шанс увидеть полнокадровый Фавион кажется все более призрачным. Последнее, что интересно они делали на Фавионе, это была камера со сменной оптикой, беззеркальная Sigma SD Quattro. Там все-таки еще подразумевалось использование старого их зеркального байонета от предыдущих SD серии камер. Но, опять же, берешь этот уродливый кирпич, ставишь туда какую-нибудь Sigma Art 1835 f1.8 и кайфуешь. Ну и к тому же у этой камеры уже матрица формата EPS-H, что означает, что у нее крop-фактор 1.3, что уже практически, почти что полный кадр. Full frame же на Фавионе у них очевидно будет делаться на L-байонете, а на L-маунт вообще-то уже присутствуют у Sigma все их актуальные полнокадровые стекла и серии Sport, и Contemporary, Art, то есть прям обмазаться ими можно будет. Но разродятся ли они когда-нибудь этой камерой, тут уже это совершенно не ясно. Мы все еще надеемся и ждем. Ясно лишь только то, что эта вещь, очевидно, будет совсем не массовая, и вряд ли они на этом смогут заработать какие-то сумасшедшие деньги, вряд ли это станет хитом. Это вещь такая все-таки нишевая для особых ценителей, и тут можно заработать только какой-то статус. Ладно, я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про эту камеру. Мне было очень, как минимум, самому интересно с ней поиграться. Она прям прикольная, такая незаурядная вещица. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь, если еще это не сделали. Смотрите также по ссылочкам в описании. У меня там есть телеграм-канал, куда я выкладываю фотки в полном разрешении. Не RAW, а обработанные уже JPEG готовые, можно там их будет документами скачать и посмотреть. Также там соцсети мои посмотрите, если захотите подписаться. Вообще подпишитесь-ка на Инстаграм, потому что у меня там, я хочу, чтобы хотя бы 1000 человек набралась, а то у меня там что-то 800 с копейками болтается, ни туда, ни сюда. И как обычно, я желаю вам хороших снимков и до новых встреч. Пока.